Привет, друзья! Это видео о том, как установить новую версию программы Trading Plan и как настроить скринер для поиска интересных торговых ситуаций. В браузере по выданной ссылке открываем страничку, где расположена программа, нажимаем кнопку Install и выбираем, куда скачать установочный файл setup.exe. Я скачал на рабочий стол. Дальше запускаем setup.exe. Если появится такое окно, нажимаем More Info. И дальше нажимаем Run Anyway. Далее нажимаем Install. Все, программа успешно установилась. Появляется ярлык на рабочем столе. Далее запускаем программу Trading Plan. Чтобы программа уместилась на экране, возможно, потребуется изменить настройки дисплея. У меня в настройках 100% стоит. Далее жмем Sign In. Если ранее не регистрировались, то надо будет пройти регистрацию. Как это сделать, написано в инструкции. Программа уже запомнила мой аккаунт. Далее нужно указать пароль. И затем нужно указать код в мобильном приложении Microsoft Authenticator. Вот примерно в таком виде у вас будет стартовая страница. Далее нужно вводить ключи. Нажимаем на кнопочку Check Account, то есть проверить аккаунт. Если проверка прошла успешно, то текущие настройки аккаунта отобразятся в соответствующих полях. Настройка Position должна быть One Way, а Multi-Assets должен быть Single. Если это не так, то можно переключиться, нажав на кнопки рядом, и переключиться в нужное состояние. Но учитывать, если вы ведете торговлю и уже какие-то есть позиции, и у вас они по каким-то другим режимам торгуются, то переключение может повлиять на эти позиции. То есть желательно все эти настройки делать тогда, когда нету никаких позиций по фьючерсам. Это таблица Future Settings, где находится список всех торгуемых фьючерсов на бирже Binance. Столбец Symbol с названиями фьючерсов. Столбец Margin Type – это тип маржинального обеспечения, установленного по каждому фьючерсу. Leverage – размер плеча. Со звездочкой – это столбец избранных фьючерсов. Select – это те фьючерсы, которые мы выбираем для того, чтобы с ними сделать какие-либо действия. Например, можно поменять плечо. Хочу поменять на пятое плечо, жму Switch, и у выбранного фьючерса поменялось на пятое плечо. Можно выбрать все фьючерсы и у всех поставить одинаковое плечо. Обязательно нужно добавлять биткоин в избранный. Для того, чтобы скринер работал, нужны свежие данные по биткоину. И добавляем какие-нибудь еще фьючерсы в избранные. Допустим, возьму DeFi. И это индексный фьючерс. И каких-нибудь к нему еще докинем. Например, Waves и Uni. Теперь в избранном несколько фьючерсов. Далее нажимаю Save Favorite. Программа запомнит, какие фьючерсы в избранном, чтобы каждый раз их не выбирать. При нажатии на звездочку фьючерсы сортируются и отображаются в верхней части таблицы. Так удобнее с ними работать. Дальше выбираем, куда скачать данные. Есть два варианта, но пока работает только вариант D-Market Data, где скринер будет брать данные. Соответственно, нужно создать каталог на диске D. Если в столбце Select ничего не выбрано, нажать Download, то скачаются выделенные фьючерсы в избранных. После нажатия кнопки Download
столбце Select выделяются фьючерсы, которые будут скачиваться. Далее нажимаю кнопку Download. В столбце Select выделяются фьючерсы и происходит процесс скачивания. Фьючерсы, который скачался, галочка снимается. Допустим, я хочу скачать еще какой-нибудь отдельный фьючерс. Для этого выделяю его только в Select, и только этот выделенный фьючерс скачается. Избранные при этом скачиваться не будут. Теперь данные по фьючерсам скачались в D-Market Data. Далее для того, чтобы запускать скринер, понадобится программа Gretel. Это бесплатная open source программа из академической среды. Gretel официально можно скачать на сайте sourceforge.net. Перехожу на сайт, затем перехожу по ссылке Download и ищу ссылку на скачивание версии для Windows. Gretel for MS Windows can be found here. То есть может быть скачан здесь. Переходим сюда и выбираем Latest Release. Тут есть две версии, 32-битная, и я выбираю 64-битный вариант и выбираю Self-Installer. Последней версии сейчас от 5 декабря 2023 года. Нажал на ссылку, и меня перебрасывает на страницу загрузки. Немного жду и скачиваю установщик на рабочий стол. Далее нахожу файл установщика Gretel, запускаю его. В процессе установки можно выбрать язык. Обязательно скачивать в папку по умолчанию. Если в другую папку скачаете, скринер работать не будет. Галочку тоже нужно поставить. Так, все. Завершить. Так, значит, открываем потом программу Gretel, файл, выбираем рабочий каталог. Всегда начинать работу с рабочей папки. При запуске использовать. И вот тут нужно будет вам выбрать папку D-Market Data, нажать применить и выбрать ОК. То есть и здесь вот появится у вас D-Market Data, это та папка, с которой будет Gretel работать. Инструменты, давайте тоже здесь проверим. Я еще вот здесь по умолчанию обычно стоит галочка использовать локальный десятичный разделитель для дробных чисел, желательно снять. Тоже применить и ОК. Все, то есть у вас эта программа настроена, можно дальше закрывать. Возвращаемся вот сюда. Один фьючерс и какой-нибудь еще один фьючерс. Так, два выбираю. Перехожу в скринер и нажимаю кнопку Start Screen. Вот. Появляется вот время, когда начинается сканирование, вернее расчеты. То есть на одну пару до 15 тысяч комбинаций параметров перебирается. Что мы тут можем увидеть? Вот дельта это это цена на текущий момент для двух фьючерсов. То есть мы, допустим, DeFi минус Wave умноженное на 270, то цена будет вот такая. Там 265 в текущий момент времени. Соответственно, выборка полная 1500 часов. И offset это отступ справа по выборке. Дальше min это среднее. Это у нас стандартное отклонение, которое откладывается вверх. Это стандартное отклонение, которое откладывается вниз. Z-score это показатель, который говорит о том, насколько стандартных отклонений от среднего значения отклонилась цена. Давайте каких-нибудь два варианта выберем и отправим
в add selected. Вот здесь у нас будет 2 пока, 2 комбинации. То есть это временная таблица, где хранятся результаты скринера. Вот, а здесь уже как бы эти фьючерсы будут запоминаться программой, даже если вы выключите, включите, они здесь останутся. Здесь ничего не запоминается. Дальше, допустим, выделяем. И то есть, если нажмем один раз кнопочку здесь, то покажется только вот первый фьючерс. Да, потом эта галочка снимется. Второй раз нажимаем, появится таблица, не таблица, а график для второго. То есть раз, два. Галочки снимаются. Вот здесь тоже, когда мы это добавляем туда, галочки снимаются. Здесь тоже галочки все снимаются. Так, вот появляется у нас 2 таблицы. Значит, в чем отличие? Это у нас таблица, вернее, это график, на котором у нас расчет ведется по полной выборке. Значит, это у нас полная выборка, 1500. И вот эта средняя цена, вот она у нас получается 200 с чем-то. Давайте посмотрим. 218. И вот они откладываются: стандартное отклонение вверх, стандартное отклонение вниз. Вот на уровне 1 с чем-то. То есть это цена, которая отклонилась от среднего значения. Значит, скринер ищет горизонтальные стационарности. Здесь нет тренда. То есть это у нас воспринимается как флэт. Поэтому средняя, она именно как некий уровень. Вот, то есть это средняя для всего этого графика. Так и должна выглядеть настоящая случайная величина, без случайного блуждания. То есть она вокруг какого-то уровня вот так вот колеблется. То есть никаких трендов не должно. То есть это максимально похоже на белый шум должно быть. Вот, то есть поэтому интеграция говорит нам о том, что график часто возвращается к средней, горизонтальной средней.